Спидран на ролик. Поехали. Ну шо, опять эксперименты? Шо? Опять? В общем, вышел 19, да, я вовремя, которое можно вставить в магазин, чтобы сделать его полуавтоматической боевой винтовкой. И тут я вспоминаю, что существует как минимум две оружки, которые также имеют подобную систему. И я решил их всех сравнить. И даже больше. Сравнить с СКС. Насколько она лучше всех их, или же наоборот, уступает всем им. Давайте посмотрим. Итак, начнем, пожалуй, с АС-вала, который можно сделать в Винторез. Но сначала мы испытаем сам полуавтоматический АС-вал, как он играется через мышку. Итак, пару слов про полуавтоматический АС-вал. Вполне себе неплохо. Убивает с одной пули, если в голову, с двух, если в другую часть тела, с трех, если в ногу. Поэтому за удобство ставим 1 балл. Да, для оценки оружия я буду использовать балл. Так, а теперь переходим к CR56 Галилю Эйс. Также проверяем наш Галиль в полуавтоматическом режиме через мышку. Так, ну что я могу сказать про наш израильский АК? Неоднозначный он. С одной стороны, звук стрельбы довольно приятный. С другой стороны, в голову он убивает с одной пули, а в тело убивает с 3. Иногда. Ну а также мушка, такая себе. Именно поэтому ставлю ему 0.5. Не дотягивает он до единички. Пошли дальше. Итак, Type 19. Ну или в реальной жизни. 19-й же Type в жизни это QBZ-191. Так, давайте также нашу QBZ-ку проверим в полуавтоматическом режиме через мышку. Погнали. Итак, что можно сказать про QBZ-191. В принципе, неплохое оружие. Да, не очень мушка. Зато довольно-таки мощное. Прибывает всех с 2 пуль, если в торс, или же с 1, если в голову. Поэтому накинем ему 0.8. Ну, мушка реально не очень. Следующее, что я хотел бы протестировать, это их в полном боевом режиме. И тут можно сразу всем троим накинуть по баллу, потому что все они великолепно справляются со своей задачей. Вдали убить кого-то.
Ну а теперь переходим к самому интересному. В сетевой игре, понятное дело, наши полуавтоматические винтовки довольно-таки неплохие. Но как дела обстоят в королевской битве? Начнем мы с АСвала. Как мы можем здесь увидеть, АСвалу очень сильно не хватает дистанции. Что в принципе и логично, ибо у АСвала его дистанция 200-400 метров. Именно поэтому наш АСвал получает, к сожалению, 0,5 балла. Что ж, теперь переходим к Галилео Эйс. Но вот с ним не все так однозначно, ибо иногда он ведет себя даже лучше, чем Винторез. Точнее, АСвал. Неважно. Что даже обидно, ведь Винторез мне более по душе, чем Галиль. Именно поэтому заслуженно наш Галиль получает 0,8 баллов. Ну а теперь QBZ. Ну и тут прям однозначный победитель. Просто вот сами посмотрите, сколько удачных моментов получилось у меня именно с QBZ. Самой большой кратностью прицела. А еще посмотрите, на какое расстояние может этот ган. Тут уж извините. Я просто похлопаю. Тут уже можно даже 1,5 поставить. Но максимум только 1, увы. Поэтому заслуженно он получает 1 балл. Shield turret deployed. Down. The airdrop is coming. Да-да, не забыл я про СКС. Тут все давайте по порядку. Во-первых, стрельба от мушки. Великолепно. Заслуженный 1 балл. Что ж, а дальше вы удивитесь, ибо в полном боевом режиме наша СКС-ка показывает себя неоднозначно. Заметили? Самый большой, критичный и неудобный момент СКС-ки, она больше снайперка. И при прицеливании ваш прицел дергается туда-сюда, в отличие от штурмовых винтовок. Именно поэтому она может получить только 0,8 балла. Хотелось бы 0,9, но извините, это существенный минус, поэтому 0,8. Как-никак убивать с ней все равно можно. Что ж, ну а теперь в КБ. Ну что я хочу сказать про стрельбу в КБ из СКС. Она хороша. Да, она не настолько ебанута имбовая, как у QBZ, но и не настолько ужасно, как у того же Винтореза или же Галиля. Поэтому заслуженно 1 балл. Не взять, не отнять. Что ж, итоги. Первое место заслуженно получает QBZ 191. У которого балл 2,8. Он себя показал везде великолепно.
Следующий на очереди СКС, у которого тоже было все на уровне, но были незначительные проблемы. А именно в прицеливании. Он набрал 2,8, так же как и QBZ. Третье место Винторез. Очень мною любимый ган, к сожалению, очень сильно просевший в КБшке. Ну не для королевской битвы Винторез, ну не для нее. Поэтому третье место. И набрал он 2,5 балла. Ну и четвертое место Галиль. Израильский АК показал себя просто ужасно. Он слабее того же Винтореза, QBZ-ки, и в принципе он слабее всех. Поэтому и четвертое место. Он лучше как штурмовая винтовка, а не полуавтоматическая, боевая. И набрал он 2,3 балла. Как-то так. На этом все.